На протяжении почти полугода я использую клавиатуру от SteelSeries Apex 7 в качестве основной, и все это время меня не покидает ощущение того, что я отдал 16 тысяч не за качество, а за логотип шоколадного глаза. Именно поэтому я начал искать для себя более подходящий вариант и пришел к выводу, что пора собрать кастомную клавиатуру, тем более что я давно это откладывал. Пошарив по просторам интернета, я наткнулся на очень популярную основу GMK67 за смешной прайс в 3500 рублей и решил заказать ее, чтобы проверить, так ли она хороша на самом деле, как о ней говорят в отзывах. Именно поэтому она уже у меня. Посмотрим, почему она такая дешевая, и разберем все ее плюсы и минусы. Забегая немного вперед, скажу, что при всех ее недостатках я был приятно удивлен. Меня зовут Земи, лайк, подписка, погнали. Тарарарай-рарай. GMK67 я заказал на Алиэкспрессе всего за 3500 рублей и уже через 2 недели смог забрать долгожданную посылку с почты. Свой выбор я остановил на белом цвете, но также есть варианты в черном, красном, розовом, зеленом, синем и фиолетовом цветах. В коробку продавец положил инструкцию, двухсторонний пулер для свечей и кейкапов, а также USB-C кабель в очень приятной оплетке. Выбросив коробку, как это неоднократно сделали на Почте России, давай посмотрим на саму клавиатуру. GMK67 это беспроводная 65% основа из пластика с предустановленными стабилизаторами, и несмотря на свой маленький размер, весит она почти полкилограмма. На корпусе находится достаточно приятный роллер для регулировки громкости и индикатора зарядки. На боковой стороне расположились USB-C порт, кнопки для переключения 3 режимов подключения и донгл на 2,4 ГГц, что очень круто, потому что провод не всегда удобен, а Bluetooth раздражает своей задержкой. Судя по плотному звуку при постукивании корпуса, внутри не так уж и пусто, и даже под пробелом есть шумка. А с обратной стороны удобные двухуровневые прорезиненные ножки, которые не позволяют клавиатуре скользить по столу. Говоря о предустановленных стабилизаторах, здесь стоят обычные Plate Mount стабы, и я думал, что они будут дешевыми и очень хрупкими, но к моему удивлению ожидания не оправдались. Сами стабы не очень хорошо смазаны с завода, и дополнительная смазка вручную им точно не помешает. Либо же их можно полностью заменить на более надежные PCB Mount стабилизаторы, которые на AliExpress можно найти в среднем за 1500 рублей. Помимо этого, у GMK67 есть RGB подсветка с южным диодом и несколькими режимами, которая, к слову, очень яркая, а также функция автоматического сна через 5 минут бездействия для сохранения зарядки. Но все же в этой клавиатуре мне удалось найти и минусы, о которых я расскажу чуть позже. Теперь давай разберем основу и посмотрим, что же находится внутри. Сделать легко это можно руками без использования отвертки, и сняв эту штуку, я приятно удивился, обнаружив уплотнитель по краям. Именно благодаря ему плата не соприкасается с корпусом и происходит так называемый флекс клавиатуры, что делает процесс печати еще мягче и приятнее. В нижней части корпуса, как я и предполагал, также есть шумоизоляционная пена и аккумулятор на 3000 махов, которого должно хватить минимум на 15 часов активного использования. Модернизировать я ее пока не буду, потому что хочу посмотреть на ее работу в стоке, поэтому соберу ее обратно и перейдем к свечам. Тарарарай-рарай. Поскольку плата в GMK67 поддерживает как 3, так и 5 пин свечи, то можно взять абсолютно любые. Я же при выборе отталкивался от силы нажатия, и поскольку 40 грамм в Apex 7 для меня маловато, а от 50 в Red Square Kerex TKL при длительной печати начинают болеть запястья, то я решил попробовать нечто среднее и выбрал линейный фиолетовый переключатель Princess с силой нажатия в 45 грамм. Продавец, у которого я покупал, есть несколько вариантов этих свечей, но конкретно эти обошлись мне в 1700 рублей за 90 штук. Правда, тут я немного переплатил за количество и взял про запас. Но если бы купил только необходимые 70 штук, то это обошлось бы мне немного дешевле. Так же как и основа, дошли они до меня всего за 2 недели, упакованные в зиплок и картонную коробку. Несколько свечей приехали с погнутыми контактами, но это небольшая проблема, поскольку их можно легко выгнуть обратно. Сами свечи нажимаются достаточно тихо и приятно, хотя некоторые немного песочат, так что для лучшего результата их все же необходимо смазать. Но как и в случае с основой, пока ничего дорабатывать не буду, а просто поставлю их на место и пойду выбирать кейкапы. Тарарарай-рарай. При выборе кейкапов у меня был только один параметр, чтобы они были сделаны из ПБТ пластика. На AliExpress достаточно много вариантов с разной ценой, но поскольку мы собираем дешевую клавиатуру, то я зашел на Озон и нашел самые недорогие в стиле Евангелиона за 1300 рублей с XDA профилем. Приехали они ко мне в картонной коробке в количестве 134 штук, так что при желании их можно надеть и на full size клавиатуру. Как по мне, выглядят эти кепки очень даже неплохо и на ощупь имеют приятную шероховатую поверхность. Символы нанесены методом сублимации, и единственным маленьким минусом можно назвать только то, что они не пропускают подсветку, но я это прекрасно понимал перед покупкой. А поэтому давай быстро наденем их, и вот уже прошла неделя, как я пользуюсь этой клавиатурой, и за это время я смог выделить для себя ряд плюсов и минусов, о которых сейчас расскажу. Первый и, пожалуй, самый очевидный плюс — это ее размер. 65% относительно удобный форм-фактор, при котором мы получаем все необходимые кнопки, но при этом сама клавиатура не занимает много места на столе. Во-вторых, благодаря тому, что основа имеет gasket mount строение,
менее, на ней очень приятно печатать, а сам тайпинг ощущается более четким и тихим по сравнению с серийными клавиатурами. Также GMK67 имеет приятный роллер для регулировки громкости, и несмотря на то, что он находится с правой стороны, мне как левше это удобно, поскольку я могу изменять громкость, не отрывая руки от мышки. И еще один приятный момент, на который хочется обратить внимание, это подсветка. Вообще удивительно, что она здесь есть, учитывая цену борда в 3500 рублей, но еще приятнее осознавать, что у нее есть аж 18 режимов, а также возможность регулировать ее яркость. И лично для себя я отметил, что по кнопкам в правой части клавиатуры я первое время часто промахивался, особенно по слэшу и бэкспейсу, но это скорее всего из-за того, что до этого я очень долгое время пользовался полноразмерной клавиатурой, и через 3 дня постоянного использования я уже полностью привык к раскладке. Пару слов хотелось бы сказать про Bluetooth. Почему-то никто не говорит, как его подключить к ПК, хотя просто перевести кнопку в этот мод недостаточно. Чтобы активировать режим сопряжения, надо зажать Function и одну из кнопок Q, W или E на 3-5 секунд, пока индикатор не начнет мигать. А теперь пройдемся по небольшим минусам GMK67, которых я выделил несколько штук. Первое — это корпус, который полностью сделан из дешевого ABS пластика. Во-вторых, стабилизаторы хоть и смазаны с завода, но для лучшей эффективности их нужно смазывать дополнительно. И в-третьих, из-за того, что подсветка состоит только из южных диодов, то не всегда понятно, когда включен капслок, а когда нет, и каждый раз приходится всматриваться. Но все эти минусы просто мои доебы, потому что за 3500 вряд ли получится найти что-то лучше. Подводя итог, могу сказать, что хоть GMK67 это не идеальная основа для клавиатуры, но все же свою цену она полностью оправдывает. Gasket Mount строение позволяет ощущать приятный флекс при печати, а тихие линейные свечи усиливают это ощущение, делая набор текста еще приятнее. В целом, звучит она неплохо, но если немного доработать эту сборку, проложив дополнительно шумки и смазав стабилизаторы со свечами, то звук станет гораздо лучше. А теперь давай посчитаем цену этой сборки. Основу с AliExpress я купил за 3500 рублей, свечи за 1800, хотя спокойно можно найти дешевле, и самые бюджетные кейкапы Сазона за 1300. В итоге на всю сборку я потратил 6600 рублей, и как по мне, получил достойное качество за такой низкий прайс. А теперь послушай, как звучит эта клавиатура, а я пока пойду пересмотрю Евангелион. С тобой был Земи, пока.